Привет, вы на канале ProCuber, и в этом видео я продолжаю очень интересную для многих и для меня в том числе тему. Я буду рассказывать о том, какие игры с кубиком Рубика существуют. Это видео является продолжением в цикле видосов по играм, так как вы очень просили осветить эту тему подробнее. А если не смотрели первую часть, то ссылка будет в описании и в подсказке справа в уголке видео. В предыдущей части видео я просил писать истории про людей, которые считают, что кубик Рубика это детская игрушка, а не спорт. Вы написали очень много комментариев, огромное спасибо за обратную связь. В течение видео я зачитаю несколько ваших самых интересных, на мой взгляд, историй. Поэтому если у вас остались какие-то классные, смешные или глупые истории с кубом, то пишите их в комментарии под этим видео, и возможно именно ваша история попадет в следующий выпуск. Каждую историю я прочту и обязательно прокомментирую, так как я читаю все комментарии под видео без исключения, можете проверить. Пока я готовил материалы для этого видео, я понял, что их хватит еще аж на один видос. Поэтому если хотите увидеть новый видос по играм, давайте соберем 1000 лайков за неделю, я начну его делать. Перейдем наконец к играм. Первая игра это Солнышко. В эту игру можно играть от 2 человек, но идеальное количество, на мой взгляд, это 3-4 человека. Объясню правила на примере 2 человек. Сначала нужно запутать друг другу кубы и вернуть назад. Теперь слушаем внимательно. Очень важное условие, что кубик должен собираться одинаковым методом всеми участниками. Лучше, конечно, чтобы это был метод Джессики Фридрих, так как он самый популярный. Но подойдет и новичковый метод. А также очень желательно, чтобы было максимально близкое друг к другу среднее время у участников. Когда участники получили запутанные кубы, начинается сборка. Собирается первый этап. Оба участника собирают крест. А затем они меняются кубами, если участников всего 2. А если участника 3, то передают следующему участнику по часовой стрелке. Потом собирается первая пара, и куб снова передается следующему. Потом вторая пара, куб снова передается, третья пара, куб передается, четвертая пара, куб передается, потом ОЛЛ и куб передается. И PLL решается, и больше ничего передавать не надо. Это все делается на скорость, на таймер, на рекорд, так сказать. Время считается по последнему участнику, а не по первому. Проще говоря, куб собирается по этапам: крест, первая пара, вторая пара, третья, четвертая, ОЛЛ и PLL. И каждый этап нужно меняться кубом. Либо передавать следующему по часовой стрелке, если количество больше 2. Если, например, вы ОЛЛ решаете в 2 этапа, то как бы ничего страшного, но нужно дорешивать свой этап до конца. Если выпадает какой-либо скип, ОЛЛ или PLL, или даже скип креста, то как бы ваш этап собран, и вы просто передаете свой куб дальше. Эта игра очень хорошо тренирует распознавание ситуации на ходу, реакцию. Она немного напоминает марафон, но суть ее другая. Она, кстати, была придумана, насколько я знаю, в России. На Западе в такую игру не играют. Первая история от Анны, она пишет следующее. Сначала дети начинают просить кубик, потом я говорю, что он дорого стоит, и слышу фразу: «Ну что, тебе жалко что ли отдать игрушку, он же маленький». А потом ребенок его где-то теряет и возвращает кубик весь в песке, потом еще удивляются, почему второй раз я его не даю, еле отмыла. И мне все родственники начинают говорить, что я глупая, если потратила 1000 рублей на кубик. И то, что в палатке за 20 рублей он будет абсолютно такой же. Бесит. Это очень частая ситуация, что люди не понимают ценообразования и думают, что кубик за 20 рублей такой же, как кубик за 1000 рублей. Просто не разбираются. Но есть лайфхак, как быть в ситуации, чтобы и ребенка не обидеть, и свой кубик за 1000 рублей сохранить в порядке. У меня на канале есть видео дешевые кубики за 300 рублей, также какой кубик взять в школу. Есть специальные кубики с матовым покрытием, которые устойчивы к царапинам. И эти кубики стоят в принципе недорого, и их не жалко отдать ребенку, пусть играется. При этом кубики крутые и подойдут для спидкубинга. 2 зайца, так сказать, одним выстрелом. Купить такие и множество других кубов можно у ребят из проекта speedcubes.ru. У них огромный выбор разных головоломок и для себя, и для ребенка, и чего только нет. Самые низкие цены на ВЦ головоломки в стране именно у них, так как они работают напрямую с производителями и посещают фабрики в Китае. В Питере у них 2 шоурума, в которых грамотные специалисты со стажем 7 лет подберут головоломку под ваши требования и бюджет. Огромное количество положительных отзывов на Яндекс.Маркете, а для моих зрителей действует хорошая скидочка 10% по промокоду на экране при оформлении заказа онлайн. И они, кстати, еще кладут подарок при заказе на сайте, который вы выбираете сами.
Следующая игра Team Solve. Название этой игры говорит само за себя. Team Solve — это командная сборка. В эту игру можно играть только вдвоем, и она лучше всего подойдет, наверное, для профессионалов, нежели для новичков. Но можно попробовать всем и понять, нравится вам или нет. В отличие от того же солнышка, здесь собирается всего один куб, а не количество кубов, равное количеству участников. Получается, что два спидкубера собирают один куб поэтапно, по очереди, и нужно это сделать максимально быстро, командно и технично. Смысл в том, чтобы собрать куб в 4 руки и научиться понимать друг друга, чтобы результат был максимально крутым. Допустим, у нас есть разобранный куб. Сначала первый спидкубер собирает крест, потом передает напарнику. Напарник собирает первую пару и передает куб. Затем второй спидкубер собирает вторую пару и передает куб первому. Потом третья пара, четвертая, OLL и PLL по очереди. Очень любопытная игра, но опять же больше для опытных, как мне кажется. Если я не ошибаюсь, то Феликс Земдекс и Мац Валк играли в нее, и у них получилось, кажется, собрать кубик за 7 секунд. И это, возможно, неофициальный мировой рекорд. Еще одна история. Я на уроке как-то под партой трешку собирал, и мой друг, а учитель нас запалил. Это-то ладно, но он сказал, что это игрушка. Мы начали возмущаться. В итоге мы спорили полурока. Нас поддержали сначала все, кто умел собирать, а после всех фактов и весь класс. Учитель сказал, что посмотрит в интернете. На следующий урок признал, что мы были правы, и ради интереса научился собирать. Позже оказалось, что он научился собирать по твоим видео. Прикольная история, отличный у вас учитель, передавайте ему огромный привет, что он лояльно, во-первых, отнесся к вам, разобрался в вопросе, почитал в интернете и даже научился собирать. Но главное, как-то старайтесь не собирать на уроках, не срывать уроки, потому что учеба — это важно. Есть разновидность игры Team Solve, это Team Blind. То есть командная сборка вслепую. Этой игры тоже бывает два вида. Сначала поговорим про первую, потом про вторую. Первая игра — это сборка вслепую одного куба двумя участниками. Сначала оба участника запоминают состояние кубика, составляют предложения для запоминания и договариваются о методе сборки поэтапно, чтобы не запутаться. Например, первый сначала ориентирует углы, второй ориентирует ребра. Потом уже первый расставляет углы, а второй расставляет ребра. Задача — собрать куб в принципе. Чем быстрее, тем круче. Мне друг рассказал историю. Он учился в 4 классе, если я не ошибаюсь. У него был друг, который собирал на валке. И вот урок. Его друг достает валк и начинает собирать. Естественно, учитель замечает и говорит убрать кубик. И друг сказал, что он тренируется. После чего начался трэш. Учитель наорала на него и кричала, что играть на уроке нельзя. Потом подошла, взяла валк и разбила об пол. Жесть, честно говоря. Абсолютно согласен, что полная жесть, но тут не правы оба участника конфликта. Ученик не прав в том, что он достал кубик прямо на уроке и начал тренироваться. Урок — это точно не место тренировок. Хочешь тренироваться? Дождись, когда пойдешь домой и потренируешься дома. А учитель, конечно, не прав, что взял и разбил кубик. Ну, так делать тоже нельзя. Другая игра Team Blind тоже для 2 человек, и она очень легкая и интересная, и подходит для спидкуберов абсолютно любого уровня. Первому участнику завязывают глаза либо специальной маской для сборки вслепую, либо шарфом, чтобы он ничего не видел, и дают ему разобранный куб. Второй участник встает позади и смотрит на куб и надиктовывает ему алгоритмы и решения. Это очень веселая игра, потому что надиктовать алгоритм не так просто. Многие их не помнят буквенно, а лишь мышечной памятью, и приходится как-то выкручиваться. В общем, игра просто супер, рекомендую всем попробовать в нее сыграть. Можно соревноваться команда против другой команды, кто быстрее соберет и так далее. Все уже зависит от вашей фантазии. Эта игра отлично подходит, чтобы сыграть в перерыв на соревнованиях, либо на встречах. Антон Трофимов пишет: если смотреть на кубик с точки зрения спидкубинга, то это, естественно, состязательный снаряд для соревнований, но для ребенка, да и не ребенка, не знающего о спидкубинге, это пластиковая цветная игрушка. Некоторые, например, в Супер Марио, в Тетрис гоняют на время, соревнования по спидрану устраивают. Что ж, игровую приставку тоже снарядом называют. По мне, так кубик сложно причислить даже к головоломкам. Головоломка подразумевает под собой загадку, секрет, разгадав который можно решить некую задачу, ну или решить методом тыка или на дурака. Кубик же без знания алгоритмов решить невозможно, сколько голову не ломай. Решить его самостоятельно можно лишь если сам выведешь формулы. Но это надо быть математиком и не слабым. Я вообще считаю его вне всяких классификаций. Есть головоломки, есть пазлы, есть игрушки, а есть кубик Рубика. И в
том его феноменальный успех. Большое спасибо за отличный комментарий. Я, в принципе, во многом согласен, но небольшая поправка по поводу математики. Когда говорят математика, многие люди подразумевают, я не знаю, какие-то вот простые вещи, типа, не знаю, линейные уравнения, квадратные уравнения и всякое такое. Но в кубике этого нет. В кубике что-то по типу комбинаторики, теории вероятностей, вот что-то такое. Оно, в принципе, основано на математике, но это совершенно другие науки. Следующую игру я назвал «Эстафета», поскольку у нее не было названия. В последние годы на чемпионатах Европы и мира она стала проводиться как неофициальная дисциплина, чисто для развлечения, чтобы хоть как-то разнообразить соревнования и создать элемент шоу. Много раз вы, наверное, могли видеть видосы, где сборная Австралии борется против сборной Германии. А если не видели, то я сейчас объясню. Смысл игры в том, что с каждой стороны берется по 3 участника и по 3 замешанных куба соответственно. По команде старт собирает первый участник. Когда первый участник собрал куб, стартует второй участник. И когда уже второй участник собрал, стартует третий участник. И уже после сборки он жмет на таймер и сравнивается время обеих команд и выявляется победитель. В этой игре может быть много сборных, например 8 или 16, сколько наберется, и лишь бы это не вредило расписанию соревнований. Все сборные распределяются по парам, и игра идет сразу на вылет. Обычная олимпийская система: четвертьфинал, полуфинал и финал. В России можно играть сборными городов, допустим, сборная Москвы против сборной Петербурга. Единственное условие: количество сборных должно быть равно либо 2, либо 4, либо 8, либо 16. Но я думаю, что столько не наберется, 4 или 8 это потолок. Опять же, если используется олимпийская система. Если сборных, например, будет 3, то можно соревноваться каждая сборная с каждой. И та сборная, которая победит больше раз, выиграет. Но тут может быть спорная ситуация, когда каждая сборная будет иметь одну победу и одно поражение. И что делать в такой ситуации? Можно решать по среднему времени, у кого в итоге будут результаты лучше. Но это не так зрелищно, как если бы команды соревновались на сцене на выбывание. Это быстро, эффектно, интересно и очень весело. И еще один классный комментарий, который нам пишет Никита Пантелеев. Публично куб собираю во время перерыва на работе. Вот у нас коллектив большой и текучка есть. Люди не часто ведь встречают нас, спидкуберов, поэтому поражаются, что такие вещи, игрушки с виду, могут быть такими серьезными. Я сам, особенно первое время, немного смущался от того, что люди подумают, что с игрушкой играюсь. Но год назад я и сам подумать не мог, что стану спидкубером и войду в эту тему с головой. Я не встречал людей, которые мне прям говорили, что все это несерьезно. Наоборот, желают мне успехов, это приятно. И, кстати, самый частый вопрос: а какой мировой рекорд? Большое спасибо за комментарий, очень приятно, что меня смотрят и взрослые люди. На самом деле не мудрено то, что абсолютно все желают удачи, успехов, и никто не говорит никогда про детскую игрушку, потому что взрослые с уважением относятся к хобби других взрослых людей, и вряд ли кто-то когда-то скажет мало знакомому человеку, что он занимается какой-то ерундой. Следующую игру я назвал SAP. В эту игру можно играть одному, но это очень скучно, поэтому рекомендую хотя бы вдвоем или втроем. Преимущество этой игры в том, что абсолютно не важен уровень участника. Тут могут быть и профи, и новички, а правила игры следующие. Каждый участник примерно знает свое среднее время. Допустим, у нас есть два участника. Один собирает в среднем за 15 секунд, а второй за 30 секунд. Если человек собирает в среднем за 15 секунд, то ПБ у него около 10 секунд. ПБ это сокращение Personal Best, что переводится как рекорд. И разброс попыток у него может быть где-то от 10 до 20 секунд. А если человек собирает за 30 секунд, то у него разброс результатов может быть от 20 до 40, либо от 25 до 30. Все индивидуально. Задача участника состоит в том, чтобы дойти от своей худшей планки до лучшей. Допустим, первый участник, у которого средняя 15, говорит: я соберу сейчас быстрее 20 секунд, то бишь SAP 20. А второй говорит: я соберу быстрее 35. И их задача уложиться в эти рамки и собрать быстрее заявленных значений. Если кто-то не уложился, то получает штрафной балл. Когда набирается 5 штрафных баллов, то человек проигрывает. После каждой сборки нужно уменьшать время, то есть первый говорит: я соберу за 19 секунд, потом второй говорит: я соберу за 32, например, секунды. То есть он перешагивает стандартную ставку в 1 секунду и говорит, что перевыполнит стандартный SAP. В итоге, если человек просто выполнил стандартный SAP в 1 секунду, то он просто не получает штрафной балл. А если человек перевыполнил SAP,
он получает одну жизнь, которая защитит его от штрафного балла в будущем. Минус игры в том, что правила до конца не сбалансированы и ставки не всегда понятны. Участники сами должны разобраться, сколько у них стандартный шаг этого саба, чтобы это был челлендж в первую очередь для участника. Лучше всего играть, когда плюс-минус одинаковые результаты у участников, тогда будет меньше разногласий и сложностей по шагу, и будет проще делать экстра сабы, чтобы зарабатывать жизни. Главное, играйте честно, не мухлюйте и помните, что спидкубинг это спорт, а не жульничество, а игры это способ просто весело провести время, а не разругаться и из-за несоблюдения правил. Главное все-таки участие, а не победа. На этом у меня все, с вами был ProKuber, увидимся в следующем видео, лайк, подписка, коммент, колокол, вы все в принципе знаете.